Всем доброй ночи, друзья мои. Я хочу подарить вам ритуал, который давно хотела подарить, но думала, что пока зритель должен созреть, но потом еще дела, загруженность и, собственно говоря, поэтому дарю сейчас. Но это не важно. Важнее всего, что этот ритуал вам очень поможет в трудные времена. Можно сказать, что это еще один антикризисный ритуал. Этот ритуал болгарский и на болгарском. Вы этот ритуал не найдете нигде. Ни в интернете, ни в каких-либо книгах, ни в других источниках. Потому что этот ритуал подарен именно мне. И больше ни у кого он не находится. Может быть, где-то в старинных книгах он и есть, но навряд ли кто-то публикует или опубликует. Мои работы разнообразны. Начиная исконно моих трудов, заканчивая работами, которые основаны на древних знаниях. Во многих случаях я дополняю ритуалом или заговором определенные поверья, определенные традиции, обычаи народов, и оно работает. Я находила редкие заговоры, я находила редкие религиозные обращения к богам, песнопения. Это все обрабатывалось, это все улучшалось. Добавлялись ключи, добавлялись ритуалы, добавлялись заговоры для того, чтобы они вам помогли. Это очень большой труд. И не менее важно отдавать людям редкие работы, которые помогали людям веками, не менее важно, чем дарить и свои работы в том числе. Но поскольку это отдано только мне, никто не вправе претендовать на авторство. Это только мое, и его нигде нет. Оно отдано и доверено только мне. Заговор на болгарском и заговор болгарской ведьмы. Звали ее Цветана. Говорить о том, что в Болгарии очень много было испокон веков людей одаренных, людей силы. Да и сейчас немало. Но, конечно, уже не в том количестве и не настолько сильные, но есть и сейчас. Вы знаете, кто-то когда-то сказал, что не дай боги встретиться с болгарской или с армянской ведьмой. Не знаю почему, но это очень старое выражение, между прочим. Или еще говорят, если ведьма имеет болгарские корни или армянские, то лучше сразу бегите. Видимо, намекает на то, что этим народам более чем другим дана вот эта сила, и более чем другим дано позволение этой силой пользоваться. Но как бы там ни было, вернемся к исконной теме. Болгары. Кто такие болгары? Это южные славяне. И возникли они в раннем Средневековье. То есть отделились от основных славян и формировали свой этнос. Они, это смесь народов Балкан, славянских племен, далее северцев, племена северцев, славяне, северцы, смоляне, струмяне, фракийцы. О фракийцах мы слышали, знаем, да, Фракию завоевывали римляне. И булгары. Булгары – это волжские булгары, которые позже, намного позже присоединились к этносу болгарскому, чтобы вы знали. Но название они получили не от булгар. Название они изначально
назывались болгарами, европейскими болгарами. А Волжская Булгария, она совершенно иная. Почему от булгар? Кровь булгар меньше всего. Булгары – это тюркоязычные восточные народности, которые при завоеваниях Османской империи попали в Европу. И там обосновались, собственно говоря. Там слились с этносом славянским, то есть образовали эту нацию окончательно, завершив образование нации сверху, еще и булгары. Поэтому болгары, они темные, они в основном такие брюнеты, шатены, то есть темная нация. Но хочу вам сказать, что невзирая на то, что некий тюркский этнос все-таки к ним присоединился, болгары православные, ярые православные причем, и болгары всегда страдали от османского ига и вели постоянные войны с турками. Ближайшие родственники болгар – это македонцы. Но я хочу, чтобы вы правильно поняли, да, это та самая Македония, которой правил Александр Македонский, но там тогда жили греки. Греческая Македония постепенно уступила место фракийцам, уступила место болгарам, уступила место славянским племенам, ну и новым нациям, которые там формировались. Есть еще определенные группы болгар, которые немного отличаются от коренных. Это бессарабские болгары. Бессарабские болгары очень многие слились с цыганами, с бессарабскими цыганами. Поэтому, опять же, в языковом плане, в культурном плане, значит, в плане этнологии, традиций, обычаи у них есть нечто такое, взятое у цыган. И часто бывает, что болгарок путают с цыганками, потому что схожесть даже, этнический портрет схож. Банатские болгары, помаки. Болгары живут на Карпатах, болгары живут в Швейцарии, на Украине, в Германии, Великобритании, Испании, где их только нет. Ну, естественно, и в России в том числе, даже в Казахстане они есть. Общая численность насчитывается по миру где-то 7 миллионов. Хочу вам сказать, что часто в болгарской музыке, там, в песнопениях вы можете уловить восточные элементы. Я одно время даже думала, что они очень похожи на армянские песни. Можно уловить именно по той причине, что болгары формировались из разных этносов. То есть слились туда разные этносы и окончательно формировали этнос болгар. Это многострадальная нация, не раз подвергшаяся геноциду. Много раз Болгария находилась под гнетом других народов, очень долго под гнетом османов, когда не разрешалось строить православную церковь выше, чем мечеть. То есть угнетали этот народ. Вот отсюда и традиция у болгар церквушки маленькие, низкие, потому что во время владения, то есть османами, да, во время их управления, нельзя было строить высокие церкви, чтобы они не бросили тень на мечеть. И вот в результате этого притеснения вот эти вот маленькие церкви, низкие церкви, они вошли, в моду не так звучит. В общем, оттуда пошло это строение. Цветана. Хочу вам немного рассказать историю Цветаны. Женщина по имени Иванка где-то, если сейчас точно, в 2005 году, где-то так. 5-й год заканчивался, 6-й. Я была в Пскове. Я работала там в Пскове. Вели археологические раскопки. Я вообще была во многих городах России исторических. Почему я люблю Россию? Потому что я ее знаю изнутри. И это не только, знаете, вот так приехать в Москве сидеть. Я знаю Россию, Русь, изнутри. Начиная от глубинок и заканчивая вот этими городами Золотого кольца. Вы не представляете, какая энергетика у этих городов. Вот вы все ездите в Турцию, в Египет, еще куда-нибудь.
Попробуйте поездить по России. Вы настолько влюбитесь в свою же страну, потому что многие свою страну просто не знают. Реально не знают. Чтобы полюбить, надо знать, кого ты любишь и чего ты любишь. И когда вы поездите по России, вы увидите вот эту пестроту. Русские совершенно разные. Псковские русские – это другой народ. Новгородские русские – это другой народ. Новгородцы очень надменные, очень высокомерные. Потому что Новгород всегда говорил, знаете, помните, господин Великий Новгород? Они всегда стремились к немцам туда, они не любили русских князей. Все время бунтовали, князья их наказывали. В общем, вот Новгород. Псков совершенно теплый город. Там и чиновники, это люди, реально хорошие люди. Когда я там была, там мэр города был заслуженный учитель России. Нормальные люди. И я даже удивилась, как на другой планете. Вроде чиновники, но общение человеческое. Потому что нужно было подписать документы, разрешение на раскопки, все такое. Много чего. Вот Россия – это такая энциклопедия просто для изучения мировой истории. Так вот, в Пскове, находясь во время работ, в 2005 году, вот начало 6-го, я встретила женщину. Она пришла ко мне по вопросу, именно нашему вопросу. Хотела спросить, у них там, она работник музея, в общем, принесла что-то мне показать. И мы с ней разговорились, и я спросила, у вас интересное такое имя? Иванка. И она говорит, я болгарка по рождению. Но родители в те времена еще переехали в Псков, Псковскую область, Староизборск. А потом она уже в городе жила. И я, говорит, болгарка, и отец меня так назвал в честь моей бабушки. И она, когда узнала, когда, естественно, сказали, это не скроешь там, тут, а вы знаете, вот у нее способности, она, ну вот, все началось. Она сказала, я хочу вам подарить один заговор. Заговор моей, в общем, по-моему, прапрабабушки, если я не ошибаюсь. Женщины, которая прожила, то есть жила во время Первой мировой войны. Еще первую и вторую она застала, потому что как раз эти войны друг за другом. И вот эти все революции, потрясения и прочее. Звали ее Цветана. Она сказала, что вот этот заговор бабушка ей передала. Она читала этот заговор, он ей помог, но она больше никому не доверялась и не говорила. И бабушка сказала, что если ты когда-нибудь захочешь подарить кому-либо этот заговор, подари такому человеку, который не выкинет это в сторону, то есть который использует во благо. И она сказала, что она считает, что я именно тот человек, и мне хочет подарить. И это, заговор, ритуал, естественно, я вам сейчас объясню. Этого нет ни у кого. Искать не стоит, бесполезно. Это мой заговор. То есть, если кто-то захочет понять, где это, что это бесполезно. Это мое, имеется в виду, что мне передано, больше никому. И как происходило? По рассказу Иванки, ее прабабушка, а потом и бабушка, в общем, по традиции, да? По традиции семьи. Они каждый раз в неделю или несколько раз в неделю, смотря какое кризисное время наступало, проводили этот ритуал. И как она объяснила, они избежали раскулачивания, тайком пасли коров, где-то дед в лесу что-то там смастерил, коров они там держали, коз держали. Прошло время коллективизации, они эту коллективизацию пережили как-нибудь с горем пополам, но у них ничего не забрали. Потом началась Первая война мировая.
люди голодали, люди уходили с городов в села, люди ели растительность, но у них всегда хватало на хлеб, у них всегда был достаток. Каким-то чудом получалось, что каким-то чудом они добывали вот это вот пропитание. То есть они жили неплохо. Бабушка могла где-то там дешевую ткань найти, шить им одежды и прочее, прочее. То есть они пережили это тяжелое время именно благодаря тому, что она делала этот ритуал. Этот человек знала, как обращаться, к какой силе обращаться. Эта сила ее слышала и помогала. Потом в семье начали передавать этот обряд, этот ритуал, и они все делали. Но поскольку она говорит, что молодежь относится к этому легкомысленно, и она несколько раз пробовала своей внучке сказать, вот, Иванка, может, она меня слышит. Надеюсь, мы с ней потеряли связь. Поэтому я ей говорю, что заговор ее прабабушки очень к месту сейчас, и он будет служить людям. И она сказала, что передавала, конечно, но боится, что внуки к этому серьезно не отнесутся, потому что относятся люди серьезно к этому, когда проживут определенное время, знаете, столкнутся с трудностями. Им нужна помощь, они обращаются за поддержкой к определенным силам, понимая, что сами не справятся. Но это после. А по молодости им думается, что море по колено, им никакой помощи, ничего не нужно. К сожалению, так. Нужно следующее. Маленькую корзинку. Любую корзину. Можете идти купить. Нужна корзина именно, потому что здесь в заговоре символизируется как раздача имущества. Корзина. Насыпьте туда мелочи. Я внизу насыпала камни, сверху мелочь, чтобы вот так вот красиво выглядело. Значит, корзина с мелочью. Есть у вас украшения? Украшения положите на алтарь. Деньги какие есть, потому что это считается на имущество уже, чтобы оно притягивало новое имущество и кормило семью все время. Эту корзину с деньгами можете поставить возле фортуны и все время взять, ходить по дому и читать. Нужно зажечь красную свечу. Вот, показываю вам. Поставить на алтарь. Кладите на алтарь различные украшения, если они есть. Если нет, ходите по дому, просто читайте. С корзиной денег. Но чем больше будет у вас, скажем, знаете, подношение, чем больше будет у вас уважения к этим силам, творческого подхода, тем сильнее оно сработает. Вот это все оставьте на алтаре. Берете эту корзину и ходите по комнатам. В каждой комнате читаете по 7 раз этот заговор. Ну, если какие-то комнаты, то есть забудете, это не страшно. В тех комнатах, где у вас вещи, где вы обитаете, где живете, ходите по комнатам, то есть по всему дому, чтобы осветить весь дом и призвать к своему дому, к своей хате все то, что вы хотите. Привести достаток. Этот ритуал чем поможет вам? Этот ритуал поможет вам тем, что даже в трудные времена у вас будут деньги, из ниоткуда подарки, из ниоткуда какие-то скидки, понимаете, еще что-нибудь. То есть это такой антикризисный ритуал, который можно делать, и он несложный. Зажигать красную свечу. Эту свечу нужно использовать всегда для этого ритуала. Закончится, огарок свечи выкиньте, возьмите новый. Но после ритуала нужно ее погасить и спрятать где-нибудь. И так далее. Вот сделайте это месяц, и вы увидите, как ваше благосостояние начнет подниматься. Попробуйте сделать раз в 3 дня пока еще. Пока эта сила к вам не привыкнет. А потом уже можно чуть меньше, меньше. И так вот, пока вы не подружитесь с этой силой.
Итак, начнем. Итак, я, может быть, прочитаю на болгарском, скажем так, не очень правильно, но я надеюсь, что меня поймете, потому как я читаю на другом языке. Да? Для меня это иностранный язык. Где-то планинский яд, златист, под планината хлеб расте, храни старый и младый. Богиня-то на изобилието раздава хляб. Богиня-то на щастието налива злата. Я ж те хора, ходим в злато, добре хранени и богати. Хляб на масата, злато в джобами, така да бде. Аминь. Еще раз. Где-то планинский яд, златист, под планината хляб расте. Храни старый и младый. Богиня-то на изобилието раздава хляб. Богиня-то на щастието налива злато. Я ж те, хора, ходим в злато, добре хранени и богати. Хляб на масата, злато в джобами, така да бде. Аминь. Где-то планинский яд, златист, под планината хляб расте. Храни старый младый. Богиня-то на изобилието раздава хляб. Богиня-то на щастието налива злато. Я ж те хора, ходим в злато, добре хранени и богати. Хляб на масата, злато в джобами. Така да бде. Аминь. Где-то планинский яд, златист, под планината хляб расте. Храни старый и младый. Богиня-то на изобилието раздава хляб. Богиня-то на щастието налива злато. Я ж те, хора, ходим в злато, добре хранени и богати. Хляб на масата, злато в джобами. Така да бде. Аминь. И еще раз прочитаю. Где-то планинский яд, златист, под планината хляб расте. Храни старый и младый. Богиня-то на изобилието раздава хляб. Богиня-то на щастието налива злато. Я ж те, хора, ходим в злато, добре хранени и богати. Хляб на масата, злато в джобами, така да бде. Аминь. Где-то планинский яд, златист, под планината хляб расте. Богиня-то на изобилието раздава хляб. Богиня-то на щастието налива злата. Я ж те, хора, ходим в злато, добре хранени и богати. Хляб на масата, злато в джобами. Така да бде. Аминь. Вот такой интересный язык, южнославянский. Проведите, и для вас не будут существовать кризисные времена. Давайте все скажем спасибо и великая благодарность душе той самой Цветаны, от которой этот заговор, собственно, и пришел к нам. Я стараюсь как можно больше вас ознакомить с достойными людьми нашего ремесла, и чтобы их дела не пропали. Я их отдаю людям, объясняю, дополняю, чтобы оно продолжилось. Потому что каждая ваша удача – это подпитка их души. Каждая ваша благодарность – это, скажем так, грубо говоря, бонус для их души. И они заинтересованы, чтобы то, что вы просите, вы получали. Всем удачи, всех благ и мира на земле. Так лучше будет жить.